Привет, мои дорогие девочки. Каждый день мы пробиваем новое дно с вами, со всеми, в этой всей хрени, которая у нас происходит в мире. Но мы, в принципе, к этому с вами готовы. Первое, что я вам могу сказать, за себя особо не переживайте, потому что в люди с, скажем так, магическим мышлением, да, мы как птички, как мышки, как животные инстинктивно, которые как птицы улетают на юг. Когда, например, кто-то бежит с корабля, когда он должен, ну, короче, когда что-то должно происходить, мы уходим с тех мест, понимаете? Или не находимся в тех местах, где что-то будет касаться именно нас. Поэтому мы с вами, как говорится, живы и здоровы. Но это вкратце нас спасает наша интуиция, да. Интуитивное мышление, инстинктивное магическое, скажем так, волшебство нас бережет. И чем больше, скажем так, вы будете заниматься собой, своим таким духовным фэншуем, тем больше у вас работать будет вот это вот самосохранение, которое будет помогать вам балансировать на вот этих вот плитах, которые трясутся между всякого такого, того, что происходит. В общем, и мы с вами, я к чему это? Это было такое небольшое предисловие к тому, что вот сейчас в 23-м году происходит. И вы сейчас уже, я думаю, замечаете, и у меня очень много вопросов, что же нас ждет. А что же нас ждет в этом 2023 году вообще в общем и целом, да? И говорить на эти темы мне не очень хочется. Во-первых, потому что мне хочется больше под такую вот какую-то поддержку и отвлекаться. Потому что когда вы зайдете на какие-то новости, вы прям, новости сейчас, они, понимаете, можно просто выпасть в осадок и не встать после этого всего, что ты начитаешься, тем более, когда ты всему этому, это чувствуешь, сочувствуешь, соболезнуешь, что это происходит. Поэтому новостей, м, вы как привыкли читать новости, читайте, но обращайте внимание, если вам становится от этого плохо, вы чувствуете очень повышенную тревожность от того, что вы что-то прочитали, но в принципе вас это на самом деле не касается, обратите внимание, что вы не просто так заходите на мой канал, на каналы других тарологов, эзотериков, да. И дело в том, что тренируя вот свое магическое мышление, да, оно поможет вам инстинктивно занять лучшую позицию, да. И вот почему, например, все архангелы или архибесы, например, с крыльями, с черными, да, или белыми. Да потому что они как раз отрываются от того, от чего может зависеть их жизнь, да. То есть они могут и стоять ногами на земле, и они могут подняться в небе. Вам магическое ваше мышление, оно поможет, понимаете, вот это вот все чувствовать. Поэтому, чем больше вы, как говорится, будете бить в бубен, тем больше, как говорится, не будет происходить никаких эм, гадких, противных, трагических моментов в вашей жизни как минимум, понимаете? А если вы еще сможете помочь своим близким, то это будет вообще замечательно и хорошо. И сейчас мы с вами поговорим, это будет такая болталка насчет того, чего ждать, чего опасаться и когда какого дела не браться. Дело в том, что мы сейчас не будем говорить на вот эти вот темы все. Вообще, даже если вы зайдете, даже то, что вот сейчас недавно было, землетрясение, да, даже если вы зайдете в ту же Википедию, прочитать, а что же есть землетрясение и что эти землетрясения вызывает, вы не найдете там ответа, потому что это до сих пор не изучено. Вы так и упретесь в той же Википедии в тупик, читая, от чего образуются те же землетрясения. Мы в это тоже не будем все впадать, от чего они образуются и как, да. Но вы также в новостях можете читать что-нибудь, связанное с астрологией, которая тоже, вот когда заканчиваешь читать статью, ни к чему и не приводит, да. И даже я как-то наткнулась на статью каких-то разбора каких-то китайских ученых, которые говорили про ядро Земли, что сейчас ядро Земли остановилось, и оно будет вращаться в другую сторону, да, и может быть с этим связано или с тем. Короче, очень много всяких версий. Но факт в том, что мы с вами, как говорится, попали в этот
в это время, в точку X, да, когда все изменяется, это факт, да. Насколько долго оно будет меняться, это смотря что, да. То есть эгрегоры будут меняться, и они уже давно, скажем так, меняются, да. И вот вы видели, да, что на нас то коронавирус, да, то землетрясение, то войны. И смотрите, где эти войны. Это не то, что там, то, что нас касается. Вы обратите внимание, что их сейчас очень много, вот этих вот скрытых даже, пока что скрытых между другими какими-то странами. Так вот, чего это касается и почему это все происходит, да? С Землей это связано тоже. Мы живем с вами на планете Земля. Пусть ее говорят, что это планета, не планета, но а, в эту тему, как происходит устройство мира, далеко ходить тоже не надо. Вы можете верить в божественное происхождение мира, но оно, в принципе, оно такое и есть, да. Только дело в том, что когда оно написано старым языком санскрита или еще какого-то, потом переведено, потом прошло еще несколько тысяч лет, и так как это доходит до нас в каких-то непонятках, там, в принципе, даже как те же предсказания, да, каких-то таких старинных предсказателей, которые с истории там видны, да. Там кто-то основывается на предсказаниях Ванды, где-то непонятных, кто-то на предсказаниях какого-нибудь, я не знаю, кого, Плиния, Нострадамуса, там их куча всего. И как же в этом мире во всем разобраться? А я вам посоветую, как разбираться и чего ждать, да. Ждите, мои дорогие, можете, я вам даже сброшу в Телеграме календарь полнолуния 2023 года. Можете даже его сохранить, если вам даже интересно, что будет проходить как не в макромасштабах, так и в микромасштабах. Микромасштабы мы будем считать нас с вами, да, маленьких каких-то людей. Да. И макромасштаб это на уровне наших планет. Так вот, мои дорогие, каждое полнолуние будет происходить всякая фигня у нас в мире. То здесь, то там, то тут, то там. Даже смысла говорить потом, по какой цепочке и в какой последовательности она идет, вы можете, вот начиная с этого 23-го года, обратить внимание. На первое полнолуние в этом году, где были аномальные морозы, где в новостях очень много так раздроблено, но говорилось про аномальные морозы. Пережили? Пережили аномальные морозы на первое полнолуние, которое называется Волчья луна. Ну, я вам это сброшу, вы, в принципе, в интернете это... Сейчас, подождите, девочки, тут залапала экран, да. Вот, короче, календарь полнолуний. Сброшу вам посмотреть, но вы можете даже и сами где-то скачать, чтобы вы знали, что. Если кто хочет, как говорится, конкретно таким аналитическим и статистикой владеет, вы можете даже, если вы хотите потренироваться, определить, где что произойдет в следующий момент, вы можете смотреть направление того, как это развивается, в какую сторону. По кругу земного шара, да, по экватору, грубо говоря, в какую сторону что идет. Итак, 7 января у нас была что? Волчья луна. Волчья луна, девочки, аномальные морозы уже случились, тоже с треском, да. Погибали ли люди? Погибали. А, Менялась ли у людей жизнь в эти аномальные морозы? Менялись. Там, у кого более мягкий климат, как говорится, да, кого это не зацепило, значит, того это не касалось. Можно ли радоваться, кого не зацепили аномальные морозы? Не особо. Потому что если кого-то не коснулась вот эта стихия воздуха, значит, возможно, коснется что-то другое. Дальше. 5 февраля у нас началось полнолуние, которое называется «Снежная луна». Ну, тут к названиям можно не привязываться, они так там, типа, это называют типа исторически, но это просто все типа, да. Все вот эти полнолуния можно, как говорится, перезвать, пережив их в этом 23-м году. Так, что у нас случилось на 5-6 февраля?
на полнолуние. Это тоже тема обсуждается, и уже прям какая-то вязь всяких инфоповодов пошла по поводу землетрясений в Турции и в Сирии, да. Кошмарное, оно большое такое, очень сильное. Причем, если почитать про землетрясения, то, например, на начало века их было примерно, скажем так, 40, а сейчас 4000. Понимаете? Они все увеличиваются, увеличиваются, увеличивается количество этих землетрясений. Дальше. Землетрясение мы с вами тоже уже пережили, да, если что, можно считать. Дальше у нас будет с вами полная луна 7 марта, да, она будет называться луна червя. И смотрите, мы будем с вами шагать по полнолуниям, по вот этим вот эпическим событиям, связанным с нашими любимыми 4 стихиями. То есть воздух, земля, огонь, вода. И в каждое полнолуние, скажем так, да, будет происходить какой-то катаклизм. Катаклизм изначально, а потом уже все, что, например, на человека происходит, на человечество, да, это уже будет ам, вторично, скажем так. Так вот, девочки, готовьтесь. Каждое полнолуние у нас что-то будет происходить перед полнолунием и в само полнолуние, да, то есть вот прям такой накал будет. Ам, почему, с чем это связано? Дело в том, что наша Земля, вот как говорят, что ядро, да, оно меняет свою траекторию, сейчас будет вращаться в другую сторону. Но дело в том, что до конца никто не знает, и ученые тоже, что ж это за ядро-то. Никто, а только теоретически ученые там что-то думают, что это какой-то что это какое-то вещество, водород, причем водород с функциями и свойствами металла и газа. То есть там металлический водород, как они называют, темный водород там типа называют, да. Но по факту никто не знает, что находится у нас под ногами, сколько там, 1500–2000 километров под нашими ногами, там в середине земного ядра. И также никто не знает, и это все теоретические расчеты, что там у нас в Луне находится, и спутник Луны, что это отдельно маленькая планетка или это остаток какой-то другой планеты, да. То есть это все какие-то математические, теоретические заключения, которые на самом деле, если копнуть, никаких доказательств по факту не имеют, да. И почему вот все задаются всегда вопросом, почему древние больше знали, почему тогда там созвездия открыты были, да, медведицы большая, малая были уже открыты еще когда там древние ацтеки или майя там жили, или еще дальше, да. Почему древние все знали, да, а сейчас у нас вроде бы то же самое, но как дальше, вот дальше как не идет все равно, да, не идет. И эм, а то, что не идет дальше, вот за гранью, да, оно и называется магия, волшебство, в которое, как говорится, сейчас нас заставляют не верить и все остальное. И, конечно же, никто не будет разбирать, почему, что, как происходит вот с этой точки зрения, что предсказать довольно-таки сложно, что будет происходить, да. Эм, в общем, а мы с вами будем предсказывать, потому что на самом деле это не так уж и сложно. И в этом году у нас будут очень работать не новолуние, не какая-то определенная луна из растущей и улыбывающей. У нас в этом году будут работать полнолуния. Понимаете, полнолуние сейчас будут нас, как говорится, бахать. И все такие трагические и драматические события как раз-таки будут связаны с полнолуниями на микроуровне, то есть на нашем с вами, в маленьком мирке каждого человека, да, и на макро, то есть и на уровне даже государств, на уровне стран, на уровне геоплит, да, то есть тут надо вот просто вот это анализировать, когда это будет происходить. Если вы хотите, да, спрогнозировать и посмотреть, насколько у вас работает вот эта вот интуиция на уровне себя, когда вы бессознательно, например, выходите из дома, потому что вот какое-то предчувствие у вас есть, да, то вот вы можете проанализировать влияние этих полнолуний в вашей жизни
Просто вот смотрите, как раз таки сейчас начало года, да, и вот просто можно даже записывать, вести такой маленький дневничок полнолуний в вашей жизни. Можете туда добавить новолуние и полнолуние, да, что у вас случается что-то на новолуние, хорошее, плохое, и на полнолуние, хорошее, плохое. Или, например, изменения в вашем сознании, в вашем настроении. Это тоже важно, потому что как раз-таки ваши предчувствия, ваша интуиция, она отображается в тех эмоциях, те, которые вы чувствуете. Скажете вы это или не скажете, озвучите ли вы каким-то другим людям или не озвучите, это не важно, да. Важно то, что вы чувствуете. Если вы будете записывать, да, вот этот дневничок вести, дневничок моих полнолуний и новолуний, да, то вы заметите, что с вами происходит и как оно на вас влияет. И вы сможете сделать вот вывод даже уже в первом полугодии, когда, например, на полнолуние у вас повторяется что-то хреновое или много каких-то предчувствий, вещи, сны, там еще что-нибудь, вы это записываете, и вы сможете уже вот с вероятностью 99,9 спрогнозировать для себя другие полгода, что вас ждет в определенные вот эти даты. Понимаете? И причем, когда вы ведете дневничок вот этих своих предчувствий, вы потом увидите, и поверите в свои силы и поймете, насколько вы экстрасенс. Понимаете? Насколько вы чувствующий человек. И для себя это будет такой жирный плюсик, и для других. Ну, вы можете это все рассмотреть. Поэтому сейчас обращайте, пожалуйста, внимание на все полнолуния, которые происходят в вашей жизни. И какие события происходят в полнолуние. Внешние, то есть какие-то события, которые влияют на вас, да, и то, что происходит внутри вас, и какие предчувствия вас обуревают в эти вот полнолуния. Понимаете? То есть я, например, почему это говорю, да, потому что я для себя этот дневничок уже начала. И вот, например, если я еще для себя первое полнолуние, да, открывала, смотрела, что, чего ну, приноравлялось, как говорится, вот именно к этому году, то по второму полнолунию я уже ясно могу сказать именно про себя, к какому полнолунию, как говорится, что мне готовится и что меня будет ждать. Я вам скажу, что это у меня не предчувствие обуревает в этот момент, да, я начинаю колоть какую-то правду матку в полнолуние, понимаете? У меня экспрессия такая вот идет. И влияет ли она на мою жизнь? Нет. Но на жизнь людей рядом со мной она влияет. То есть с меня выходит в полнолуние, с меня выходит много чего такого, иногда чуть ли не до истерики доходит. И я себя на этом словила, понимаете? Вы словите, пожалуйста, себя на то, что у вас в полнолуние творится. Возможно, у вас вы уже замечали, как какие-то полнолуния действовали в вашей жизни, там, не в этом году, в прошлом, позапрошлом, там, сколько-то там лет тому назад, да? Но вот на этот год, 23-й, обратите особое внимание. Дальше, насчет полнолуний. У нас будет, смотрите, 7 марта полнолуние, как раз аккурат перед женским нашим днем 8 марта, да? Потом 6 апреля розовая луна будет. Потом 5 мая цветочная луна. 4 июня клубничная луна. 3 июля оленья луна, суперлуние. А есть еще микролуние. Дальше 1 августа у нас осетровая луна, суперлуние тоже, да, 3. Когда у нас будет штормить, как вы думаете, да, вот суперлуния пошли. 31 августа голубая луна, суперлуния, самое большое полнолуние 2023 года. Угадайте, девочки, вот когда будет вообще этот просто офигеть что. Дальше. 29 сентября урожайная луна, суперлуние. 28 октября охотничья луна. 27 ноября бобровая луна. И 27 декабря холодная луна. То есть обратите внимание, когда у нас суперлуние идут, да, они у нас идут, девочки, начиная с июля. 3 июля
1 августа, 31 августа и 29 сентября. То есть июль, август, сентябрь. Июль, август и полностью весь сентябрь. И сейчас, для того, чтобы сэкономить ваше время, я вам отвечу, что такое суперлуния по википедийному. А почему? Для того, чтобы вот вам те слова сказать, которые я говорила в начале. Что такое суперлуния, да? Это, вот мы сейчас смотрим, девочки, с вами. Суперлуния – это явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем, моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Перигей перицентр, гея, Земля, да, с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической, то есть это не круглая орбита, она эллипс, да, вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря данному явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно. Термин суперлуния имеет астрологическое происхождение и не имеет, внимание, не имеет точного астрономического определения. То есть до сих пор астрономы не могут понять, а что ж такое у нас суперлуния, да, и почему оно такое происходит. Вот такие вот дела. Так что полнолуния у нас будут с суперлунием, когда Луна будет очень близко подходить к Земле. И дело в том, что магнитные, не то что бури, да, а вот эти вот магнитные взаимоотношения Земли и Луны, ну, прям мы будем чувствовать, как говорится, полностью своей шкуркой. И дальше. Помните, как я только что вам говорила про наши инстинкты и предчувствия, да? И очень много сейчас, ну и всегда и писали, и это всегда было, да, что обычно, когда на магических каких-то сайтах вот пишут, да, что люди могут почувствовать на себе всю магическую силу суперлуния, и что обычно в это время мы можем чувствовать, что головная боль, апатия, проблемы со здоровьем. Влияет Луна и на поведение, и некоторые могут заметить за собой и за окружающими странности, и может возникнуть выраженное беспокойство и тревога. И как раз-таки вот эти вот беспокойства и тревога – это как раз ваши предчувствия. Понимаете? И тут надо будет следить, когда будут вот эти полнолуние за чувствами, которые вот люди называют беспокойство и тревога. Когда непонятно откуда опасность, что ж такое-то, да, но начинает что-то трясти по какому-то моменту. Что в это время, во время полнолуния, когда у вас будет случаться беспокойство и тревога, и что вообще, как себя вести в этом 23-м году, да? Для того, чтобы сохранить жизнь, я в первую очередь говорю. Вот как вы чувствуете, так и поступайте. Не ведитесь на какие-то советы, которые вам будут говорить. Кто-то будет говорить: останься дома, сделай это, пятое, десятое. По возможности живите свою жизнь в этом году, особенно перед полнолуниями, да, а особенно перед суперлуниями, с полнолуниями связанными. Живите именно так, как чувствует ваше сердечко, как подсказывают ваши внутренние часики, как подсказывают вам ваши предчувствия, понимаете? Потому что вот эти тревога, беспокойство, странное ваше поведение, оно может казаться странным для других. Но дело в том, что вы, понимаете, вот как птицы, когда вот землетрясение вы, может, видели, да, очень много видео сейчас выкладываются там в ТикТоках или еще где, что птицы, когда перед землетрясением начинают метаться. То есть они специально не находятся на земле, потому что они чувствуют вот эту вот тревогу всю, понимаете? И то же самое мы.
И то, что вы хотите сделать в этой тревоге и беспокойстве, ведите себя именно так, как вы хотите. Не слушайте тех людей, которые будут вас вести по какому-то своему другому пути и советов. Ой, да ладно, посиди дома, останься сегодня дома. Или иди на работу, да. То есть, если у вас будет стойкое желание, что вы не можете идти на работу, вы не раб. Вы можете взять выходной, понимаете? Если вам снятся какие-то такие сны с ясновидением, там, может быть, страшно и все остальное, да, не пробуйте жить своей обычной жизнью и заставлять себя что-то делать. Сейчас надо максимально вести себя интуитивно. Понимаете? Потому что вот маленькое такое зернышко, которое живет в вашей шишковидной железе, да, ваш третий глаз, он работает. Не закрывайте его обычными своими такими потребностями и нуждами, особенно навязанными другими вам. По возможности живите именно своей жизнью, дышите своей грудью и слушайте только себя. Потому что только это вас спасет в этом 23-м году. Понимаете? И только это подскажет вам, где находиться вам здесь и сейчас, в какой точке для большей безопасности именно для вас. И если вы будете слушать именно себя, понимаете, а не кого-то другого, да, оно вас будет уберегать. Да, я согласна, невозможно так. У нас есть какие-то обязанности, у нас есть близкие, у нас есть люди, которые тоже влияют на нашу жизнь, да, и иногда, например, вот ярко выраженное такое, например, помните, как на «Титанике» было, да, что, например, там женщины и дети первые садятся в лодку, а мужчины типа остаются. И многие женщины, да, они не садились, чтобы спастись, а они, например, оставались со своими любимыми мужчинами, да, которых они не хотели бросать. Либо там вот что-то. То есть, смотрите, максимум эгоизма возможного в вашей жизни. Для того, чтобы потом вы, как говорится, не жалели об этом или не жалели ваши близкие о том, что может произойти. Поэтому не находитесь, если в местах, где вы чувствуете, что вы чувствуете опасность. Не едьте туда, где вы чувствуете, что что-то будет не так, да. То есть, например, даже если вы куда-то едете и вот чувствуете, что, блин, ну, может, я попаду в какую-то там аварию, да. Вдруг у вас такое чувство пришло, значит, что? Просто поворачиваем машину влево-вправо, да, в любое другое безопасное место, если у вас появилось предчувствие. Не всегда это будет работать. Это будет работать именно перед полнолуниями и на сами полнолуния, понимаете? А расставьте, вот знаете, как у нас есть с вами, э, есть у нас с вами как звезды, да, звездная карта. Расставьте, пожалуйста, свои точки на своей вот этой вот звездной карте. Сделайте свою жизнь, вот направьте ее. Вот сейчас начало года, да, и расставляйте уже сейчас вот эти вот точки по предчувствиям своим, где вам надо быть и где вам не надо быть. Как вы только чувствуете перед 7 марта, 6 апреля, 5 мая, 4 июня, 3 июля особенно, 31 августа особенно, да, 29 сентября особенно. Если вы чувствуете, что вам не надо что-то делать, не делайте. Не можете пойти на работу, вот чувствуете что-то не то, тревоги какие-то, да, не идите, не слушайте никого, кроме себя, потому что именно ваша третий глаз, ваша шишковидная железа, понимаете, она будет просто вам кричать, что делать, что не делать. Но вот это все будет гасить вот эта вот сетка социальной жизни, где вы какие-то имеете обязанности и где выстроены ходы, как у муравья, понимаете? Но там вы даже будете понимать, что сейчас на меня, на муравья, на мою дорожку может упасть огромный баобаб, да, но мне же надо идти, и вы пойдете, и упадет этот баобаб, понимаете, на вас. Но ваше внутреннее предчувствие
когда стой, остановись, там, пойди, где-то придется даже идти против какой-то вот системы, скажем так, да, к которой вы привыкли. Сейчас время перемен, сейчас надо меняться, понимаете? Меняются. Все сейчас в мире меняется, денежные каналы меняются, любовные каналы, я вам тоже скажу, вы можете даже не отрицать этот факт, они тоже меняются, да. Все сейчас меняется. И поэтому свои траектории, свои пути тоже меняйте, в зависимости от того, что именно вы чувствуете. Фильтруйте, то, что, делается, как говорится, с нами социум и наша бытовая жизнь. Потому что вот именно ваше предчувствие, оно вас, избавит от проблем, а иногда просто спасет от чего-то, понимаете? И обратите внимание, что вот сейчас можно, ну, практически чуть-чуть расслабить булки, скажем так, да, но как раз-таки суперлуния, когда Луна будет на нас очень сильно влиять, да, когда она очень будет близко к Земле, к нашей такой израненной Земле, да, пожалуйста, берегите себя, в эти дела. Вы можете, вот да, давайте так сделаю. Возьмите за скриншот сделайте себе экрана. Или, например, вы можете просто зайти в Телеграм, я там сделаю, да. Вот просто заведите себе такой вот дневничок. Вам это дофига чего даст. Кто занимается, например, экстрасенсорикой, кто просыпается, кто начинает думать, а насколько ли я ведьма, вы будете в шоке, когда в 24 году вы на этот дневничок посмотрите, и что вы делали, и в каких местах вы находились, слушали вы себя или других, и все остальное. Вам это настолько даст переосмысление жизни, что вы просто офигеете. Вот такие дела. Поэтому, девочки, готовьтесь. Полнолуния в этом году у нас будут тяжелые, скажем так. Откуда подвохов ждать? Да, много откуда. Еще вода большая не пришла, которая придет. И огонь большой, который еще не пришел, тоже придет. Будьте осторожны и берегите себя, девочки. Не проходите мимо вот этой информации и не глушите в себе свои беспокойства и предчувствия, а направляйте себя туда, куда вам надо, куда зовет вас сердце. Все, мои дорогие, пока-пока.